Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Хасанан. Мы с вами продолжаем разбирать диалог. И сегодня мы будем говорить о числительных. И вначале, как обычно, начинаем с повтора. Переводим предложение. Сколько книг на столе? كم كتابا على المكتب؟ كم كتابا على المكتب? Здесь мактаб больше имеет значение как парта, да, или же рабочий стол. Мой брат живет в доме. Мой брат живет в доме. أخي يسكن في بيت. أخي يسكن في بيت. Он живет в районе университета. Он живет в районе университета. هو يسكن في حي الجامعة. هو يسكن في حي الجامعة. طيب, отлично. Вернемся к нашему диалогу. И мы с вами остановились на данной строчке. Здесь, в ответе, да, мы видим في شقة 5 غرف. في شقة 5 غرف. Давайте с вами вспомним. На прошлом уроке мы с вами сказали, что в вопросе существительное, да, после сколько, если в русском языке мы говорим сколько комнат, в арабском языке мы говорим в единственном числе, да, не комнат, а комната. Кам гурфа фи шакка. Сколько комната в квартире. Дословно, да, так будет звучать. Хасанан. И мы с вами также практиковались, да? После кям у нас обязательно было существительное в единственном числе. Кям туфахан, кям бейтан, кям каламан и так далее. А вот в ответе, смотрите, когда речь идет о числительных от 3 до 10, мы обязательно будем использовать существительное во множественном числе. И давайте с вами вспомним эти правила, которые мы проходили ранее. Повторим их, да? Значит, когда речь идет о числительных от 3 до 10, пожалуйста, это очень важно. Давайте с вами вспомним. Мы обязательно будем использовать существительное в форме множественного числа. Например, китаб в единственном числе, да, одна книга. Кутуб – книги. Кутуб. Далее. Если предмет, а именно наше существительное, будет мужского рода, то числительное будет у нас женского рода, а именно мы просто добавляем тамарбут туда. И далее, и последнее, да, о чем важно помнить, это то, что род мы определяем по слову в единственном числе. То есть, если у нас слово китаб в единственном числе мужского рода, значит, числительное будет женского рода. Мы смотрим непосредственно на слово сначала в единственном числе, в каком оно роде. И в итоге у нас получается китаб у нас мужского рода, значит, соответственно, мы добавляем та марбуту к числительному. И получается у нас хамсату кутубин. Хамсату кутубин. Отлично. На практике, да, постарайтесь побольше, да, попрактиковаться. Старайтесь прям сильно не заострять внимание там с тамарбутой, да, во время произношения. Хамса кутуб. Хамса кутуб. Хамса аклям, допустим, да, и так далее. Сильно не заостряйте внимание, потому что очень часто встречается данная проблема. Бывают люди, они начинают
скажем так, грузиться, да, так думать, там есть тамарбут или нет тамарбут. То есть ему нужно быстро произнести предложение, да, а он думает, там тамарбуту ставить или не ставить, да, и в итоге это занимает очень много времени. На самом деле этого делать не нужно. В разговорной речи нужно все упрощать. Поэтому мы с вами просто можем не проговаривать данные окончания, да, потому что хамса просто сукунируем. Хамса кутуб, хамса кутуб, ситта кутуб и так далее. Давайте с вами рассмотрим несколько слов, да. Йоум в единственном числе, я надеюсь, вы помните. А если нет, то давайте повторим. Йоум переводится как день. Аям – дни. Калям – ручка. Аклям – ручки. Хасанан. Переходим на практику. 6 дней до школы. 6 дней до школы. Попробуйте перевести. Ранее мы с вами проходили слова, такие как кабля и бада. До. Ситта айям кабля аль-мадраса. Ситта айям кабля аль-мадраса. Хасанан. Давайте с вами все-таки повторим. Кабля и бада. Значит, что такое кабля? Кабля мы переводим как до, одно из значений. До, например, я могу сказать, до урока я пойду к бабушке. До урока я пойду к бабушке. Попробуйте перевести это предложение. قبل الدرس سأذهب إلى جدتي. قبل الدرس سأذهب إلى جدتي. Отлично. Второе значение – это у нас за, да, когда мы говорим о времени. Например, за час. قبل الساعة. قبل الساعة. Я кому-то что-то объясняю, да, и объясняю ему, что за час что-то там можно сделать, да, или что-то я сделаю. قبل الساعة. بعد можем перевести как после. После, например, после школы я пойду к учителю. После школы я пойду к моему учителю. بعد المدرسة سأذهب إلى أستاذي. بعد المدرسة سأذهب إلى أستاذي. Обязательно практикуйте. Все, что мы проходим, обязательно практикуйте. Это все помогает вам в закреплении. Не просто, да, а прям представляйте эту ситуацию, представляйте человека, с которым вы разговариваете. Второе значение – это через. Через, да. Например, через час. Вы пришли к стоматологу, и врач, например, вам говорит, через час можешь кушать, да. بعد الساعة. بعد الساعة. Через час. Давайте рассмотрим вот такие примеры, да. Через 3 дня. Через 3 дня. Попробуйте перевести. Через 3 дня. Как вы переведете? Например, у вас кому-то вы хотите сказать через 3 дня или через 3 месяца, да. Я куда-то уеду, да, или еще что-то. Далее за 3 дня. То есть за 3 дня я должен сделать вот это. Я должна подготовиться к экзамену, да. За 3 дня до экзамена я должна сходить к бабушке. Например.
بعد 3 أيام. بعد 3 أيام. قبل 3 أيام. قبل 3 أيام. بعد через قبل здесь будет иметь значение как за, да? Отлично. Значит, далее у нас следующее предложение. في أي دور الشقة. في أي دور الشقة. И здесь такой вопрос, да, что такое أي? Значит, أيум у нас может быть как أيу, أيя, أйи. Положение в филь-и'раб может быть разное, но, опять же, разбор и'раб, мы это все пока откладываем. Нам нужно в первую очередь говорить. Не углубляйтесь сильно в грамматику на данный момент. Смотрите. Значит, у нас, как здесь, да, переводится как? Это харфуль. Это у нас истифхам. Это у нас вопрос, да, вопросительно переводим как какой, какая, какие и так далее. Рассмотрим пример. أي كتاب تفضلين؟ تفضلين أم تفضلوا? Какую книгу предпочитаешь? أي كتاب تفضل? Можете здесь сильно не обращать на самом деле внимания. Опять же, говорю же, при разборе, да, грамматики, да, «эйю» может писаться «эйю», «эйя», «эйи». Что мы можем сделать в разговорной речи? Мы можем просто сказать «эйи», просукунировать. «Эйи китаб туфаддилу». «Эйи китаб туфаддилу». Какую книгу ты предпочитаешь? طيب. далее. في أي ساعة سنبدأ؟ في أي ساعة. ساعة. Это у нас время, да? Саа переводится как время или час. Сенебдау. Глагол бадаа это у нас переводится как начинать. В данном случае у нас здесь глагол в форме то есть будущего времени. Добавлено у нас здесь син, да, и набдау в значении мы, когда мы начнем. В какое время мы начнем? في أي ساعة سنبدأ؟ أي قصة نقرأ الآن؟ أي قصة نقرأ الآن? Что такое قصة? قصة это есть сказка, да? Рассказ. أي قصة سنقرأ الآن؟ أي قصة نقرأ الآن? Если прочитать со всеми окончаниями. Если сукунировать все окончания, то будет звучать так. أي قصة نقرأ الآن؟ حسنا. أي. Попробуйте также, да, то есть أي какой. Например, кто-то просит вас принести какую-то книгу, да, и вы говорите أي كتاب. أي كتاب. Какую ручку? أي قلم. То есть какую ручку мне принести, да? أي قلم. أي بيت. Какой дом? أي رقم. Какой номер? أي. Достаточно простое и легкое слово. Далее у нас следующее слово – это слово «даур». Даур переводится в данном случае как «этаж». Этаж. Даур – это этаж. Значит, в итоге давайте посмотрим на наше предложение. «Фи أي دور الشقة». Переведите это предложение.
Обратите внимание, что здесь не пишется как аля, да, как мы говорим на русском, да, на каком этаже. В арабском языке фи айи, в каком. На каком этаже квартира, да? Так мы переведем на русский язык. Фи айи даурин ашакка. Будьте внимательны. Если вы хотите спросить какой-то этаж, не говорите аля, да, просто банально не переводите дословно, потому что помните, что это другой язык. В арабском языке мы говорим фи айи, для того, чтобы узнать, на каком этаже, на каком уровне, да, и так далее. Фи айи даур ашакка. Хасанан, я надеюсь, что урок был понятен. Важно, да? Практикуйте, стремитесь. Это очень важно. Хасанан, всем желаю хороших уроков. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.